Здароўе. На хвалях першага нацыянальнага канала беларускага радыё вітаю вас я, Тацяна Гулейка, у эфіры праграма «Здароўе». Як змагацца з храпам? Вы нават не ўяўляеце, як шмат народу хацела б ведаць адказ на гэта пытанне. Прычым у большасці выпадкаў гэта праблема хвалюе захропшага, не захропшага, а яго блізкіх людзей. Што зрэшты лёгка растлумачыць. Паспрабуй заснуць, калі над вухам храпуць, прычым часам вельмі моцна. На жаль, далей цікавасці справа звычайна не ідзе. Ніхто так і не спрабуе пазбавіцца ад храпу, аддаючы перавагу проста змірыцца з ім. І вельмі шкада. У большасці выпадкаў пры правільным падыходзе ліквідаваць храп вельмі нават рэальна. Дык чаму ж не паспрабаваць? Тым больш, што храп у некаторых выпадках можа прывесці да праблем са здароўем. Пра храп сёння распытаем нашу госцю Жанну Калядзіч, вучонага сакратара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра отарыналарынгалогіі, кандыдата медыцынскіх навук, урача вышэйшай катэгорыі. Жанна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос. Что такое храп? Почему он возникает? Это два отдельных вопроса, поэтому я отвечу вначале, что такое храп. Это просто звук. Когда воздух проходит через дыхательные пути, начиная от носа до легких, то любое препятствие, в том числе отечная слизистая оболочка, небные миндалины избыточные или язычная миндалина, которые избыточно увеличены на этом пути, дребезжат и создают вот этот звук. Второй вопрос, почему это возникает, то есть какое-то сужение дыхательных путей. Принципиально разделены для того, чтобы понимать, как это можно устранить, или оперативно, или хирургически. Принципиально различают 4 уровня дыхательных путей. Это назофарингеальный, туда входят структуры полости носа. Это носовые раковины. Это непосредственно перегородка носа. Это носоглотка. Есть орофарингеальный уровень. В этот уровень сужения дыхательных путей могут создавать и входят небные миндалины, небный язычок, непосредственно небо, твердое и мягкое, язычная миндалина, слизистая оболочка на уровне вот этих всех дыхательных путей также создает очень большое препятствие. Об этом я вам тоже подробно расскажу, это важно. Гипофарингеальный уровень – это непосредственно корень языка. Это самый, пожалуй, тяжелый уровень обструкции и храп, очень мощный. Вот когда высокая интенсивность храпа у людей, это говорит о том, что, как правило, сужение расположено на более низких путях. И последний уровень – это ларингеальный. Непосредственно гортань формирует голосовые связки, складки и все, что формирует вот данный уровень. Почему нам так интересна слизистая оболочка? Потому что храп и то, к чему приводит храп, это мультифакторная природа. К этому можно очень много факторов приводить. Потому что сужения могут формировать не только избыточные мягкие ткани, но и изменение соотношения костных структур, так называемый краниофациальный дисморфизм. То, что в принципе должно коррегироваться в детском возрасте, когда нарушено положение, отличается нижней челюсти, подъязычной кости. Почему нам это интересно? Это не только меняет внешний вид, форма зубов, к примеру, может быть изменена, а это меняет соотношение языка. Он расположен более близко и избыточно сужены дыхательные пути за счет этого. Поэтому участие ортодонта в проблеме храпа практически у 30% по данным нашего РНПЦ и мировым данным. То есть необходимо участие ортодонта. Кроме того, возраст имеет значение. С возрастом, безусловно, увеличивается дряблость тканей. И у каждого это индивидуально. То есть есть очень часто несоответствие биологического возраста паспортному.
Может приходить человек в 30 лет, а у него состояние верхних дыхательных путей, как будто ему 70. А я оперировала пациента, самый пожилой мой пациент, ему было 80 лет. И когда я ему отказала в операции и сказала, что возраст тоже является противопоказанием, он говорит: а вы мне не отказывайте, вы осмотрите меня. И когда я его осмотрела, это действительно мужчина, который по своему биологическому возрасту, ему максимум 50. То есть это все очень сильно индивидуально. Большое значение имеет эндокринная патология, а именно состояние щитовидной железы. Потому что при гипофункции щитовидной железы увеличивается отечность слизистой оболочки. За счет этого суживаются дыхательные пути, слизистой избыточное количество, и она дребезжит. Поэтому не всегда нужно бросаться к оториноларингологу, а это длительный, многокомпонентный, это грамотный подход должен быть, мультидисциплинарный к решению этой проблемы. Эндокринолог еще вот в чем нужен. Есть такое заболевание, называется акромегалия, когда увеличиваются какие-то ткани. В нашем случае увеличивается язык сам по себе. Поэтому мы же не можем удалить язык, да? То есть у человека должно быть качество жизни. Поэтому, безусловно, здесь требуется участие эндокринологов. Далее, женское старение, проблема гормональной перестройки. Это тоже очень важно, потому что меняется качество слизистых. И в постклимактерическом периоде женщины по уровню храпа сравниваются с мужчинами, хотя до климактерического возраста в разных странах по-разному, но приблизительно в 4 раза мужчины чаще жалуются на храп, нежели женщины. То есть мы уже вот отвечаем даже на вопрос, мужчины либо женщины, кто чаще, да, храпит, Да. и вообще можно замечать, оказывается, все тут относительно, да, Все относительно в зависимости от возраста и в зависимости от нации. По международным данным, в европейской популяции в возрасте до 35 лет страдает до 30% храпом мужчин, женщин, соответственно, приблизительно в 3-4 раза меньше. С возрастом это сравнивается, и к 60 годам приблизительно одинаково. А вот у нас в Беларуси, как вы можете оценивать ситуацию? Как часто люди обращают внимание на храп? Потому что, вы знаете, все-таки качество жизни у нас сейчас достаточно высокое, и мы хотим, комфортно отдыхать, комфортно спать, в конце концов, да? И я вот, когда готовилась к нашей программе, очень часто люди, читала на форумах, говорят, что все списывают, кстати, на сердце. Вот сердечные проблемы какие-то, вот поэтому мой папа, мой дедушка, он храпит. Вот то, что я читала, да? А еще говорят, никто никуда не обращается, просто стараются отселить этого человека, там, я не знаю, отдельную комнату, чтобы он отдыхал там, потому что, конечно, никому не хочется отдыхать вот в такой, когда трели рядышком раздаются. Вы знаете, отвечая на этот вопрос, хотелось бы, это тоже у вас многокомпонентный вопрос получился, хотелось бы отметить, что, пожалуй, все-таки люди обращаются активно, разного возраста. К нам в центр обращаются в основном лица трудоспособного возраста, то есть до 60 лет основной наш контингент. Хотя обращаются люди и более старшего возраста. Я не могу сказать, что об этой проблеме не слышат, не видят ее, нет. Людей это беспокоит, и они обращаются. Далее. Проблемы с сердцем – это последствия храпа, и последствия, как правило, так сказать, признака заболевания, основным признаком которого является храп, это болезнь остановок дыхания во сне. Международное название – это синдром обструктивного апноэ во сне. А сам по себе, вот если брать, какие заболевания еще могут влиять, это инсульты.
Потому что люди после перенесенных инсультов нарушаются кровообращение в определенных зонах. Это раз, и небо может провисать после инсульта. Оно возникает как паралич неба, оно совершенно не имеет тонуса, и за счет этого выраженнейший храп. То есть вот здесь как раз-таки тот случай, когда, пожалуй, оперативное лечение не поможет, потому что иссечение неба мягкого невозможно. Это вызовет другие осложнения и еще более выраженное нарушение качества жизни. Для этого есть другие механизмы лечения. И хотелось бы отметить и сделать акцент на этом, что для увеличения интенсивности храпа имеет значение вес. Вес имеет колоссальное значение, потому что отложение жира в области глотки, оно не только снаружи, а и внутри в тканях, оно значительно сужает просвет дыхательных путей. За счет этого слизистая оболочка затрудняется прохождение воздушного потока, слизистая дребезжит, и по многочисленным данным снижение веса всего лишь на 1% снижает интенсивность храпа от 15 до 25%. Поэтому контроль веса – это основное, и человек может себя вылечить сам, всего лишь форму придав своему телу. Вот еще такой вопрос. Когда болеешь, ОРЗ, ОРВИ, тоже возникает храп очень часто. Я замечала, когда вот даже нос заложен, все здесь напряжено в носоглотке, и ты, конечно, страдаешь от того, что... Ну вот это то, о чем мы говорили. То есть Когда что отек такой, такое да? воспаление? Это отек выраженный. Иногда в 5 раз ткани увеличиваются. И, безусловно, начиная с носа, структур глотки, то есть затрудняется прохождение струи, и все эти ткани дребезжат, безусловно, возникает храп. Кроме того, когда не дышит нос, вот человек, когда не дышит носом, он открывает рот. Да. Когда он открывает рот, во сне забрасывается язык. И дыхательные пути могут даже перекрываться вот этим языком на некоторое время. Это создает препятствие воздушному потоку в 2,5 раза. Поэтому любые нарушения дыхания должны вовремя выявляться и устраняться для того, чтобы предотвратить не то, чтобы даже, скажем, храп тоже будет усилиться, а именно вот это открытие рта и западение языка. Вот это усиливает очень сильно интенсивность храпа и склонность к формированию болезни, синдрома обструктивного апноэ во сне. Скажите, пожалуйста, вот все, что мы вот ранее перечисляли, это все характерно и для деток, потому что есть такие моменты, когда детки храпят. Безусловно, то есть все то же самое, только у детей, кроме дисморфизмов и прочего, вес, это перекормленные детки, имеется такое гипертрофия аденоидов. То есть когда в носоглотке имеются выраженные препятствия, поэтому устранение тоже нужно разбираться подробно. Для того, чтобы понять, на каком уровне, это недостаточно обычного, стандартного оториноларингологического осмотра, потому что человек в состоянии бодрствования и в состоянии сна совершенно мы можем только предположить, какие структуры могут участвовать в храпе или спадаются, когда есть болезнь. Поэтому для диагностики этих пациентов мы выполняем такое исследование, которое называется слип-эндоскопия. Мы никогда не оказываем никакую помощь вслепую. Эта методика стандартная, европейский протокол существует. На базе нашего центра мы усовершенствовали этот европейский протокол, получили патент, у нас имеется. И выполняем мы с помощью оптики, осматриваем дыхательные пути, вот все те уровни, которые я называла, с увеличением, и в различных фазах сна. То есть мы искусственно человека вгоняем в сон, под контролем эхоэнцефалограммы мы видим, в каких фазах сна он находится, и осматриваем, чем он храпит и что нужно коррегировать. Или, если что-то спадается, то возможно ли устранить это препятствие.
Ну вот, как обычно родители часто бывает, да, само пройдет, то это Нет, не надо так делать. не нужно этого делать, потому что, безусловно, это склонность к формированию синдрома обструкции. То есть, когда воздух вообще не может пройти, это обструкция называется. То есть, спались ткани настолько, воздух не проходит. Вот это уже болезнь. В таком случае наступают формирование сопутствующих заболеваний, формируются порочные круги, которые очень сложно потом каким-то образом, так сказать, пресечь. Касаемо взрослого возраста, это артериальная гипертония, это болезни системы кровообращения, это тьма всего. Хорошо, а вот диагностику храпа мы чуть-чуть затронули, да? Как устранить храп? Вообще вот то, что вы тоже немножечко уже затрагивали, но вот отдельно, чтобы мы поговорили с вами, как устранить храп. Это обязательно, ну, не знаю, можно выпить какую-то таблетку, и вдруг все помогает. Либо это все-таки больше хирургическое вмешательство? Нет, это не только хирургическое вмешательство. Только после выполнения вот такой, как я вам говорю, точной диагностики мы можем представлять, на каком уровне, да, и за счет чего. Мы еще не оговорили, что очень большое значение для храпа имеют заболевания системы пищеварения. К примеру, если у человека есть банальный гастрит с хеликобактер, Да. он говорит: мне ничего не болит, мне ничего не беспокоит, совершенно не беспокоит. Как гастрит может быть связан? При этом у него грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, пусть даже небольшая. Происходит неполное смыкание сфинктера между желудком и пищеводом. За счет этого заброс содержимого из желудка в пищевод, а между пищеводом и глоткой совершенно никаких сфинктеров нет. То есть все это содержимое попадает в глотку и в нос. Вызывается мощнейший отек. До 20 раз слизистая отекает, и это дает очень сильный звук, это раз, и формирует заболевание апноэ во сне. Поэтому здесь вначале нужно разобраться, на фоне чего это возникло. Вы правильно сказали, что еще может. Человек может ходить с какой-нибудь инфекцией. К примеру, очень много герпетической инфекции, цитомегаловирусной, вирус Эпштейна-Барр, герпес 6 типа. Это инфекция, которую она не проявляется остро, но человек ее имеет, и слизистые все время воспалены. Ну, так незначительно. Устранив вот эту инфекцию просто, вы поможете человеку, то есть слизистая станет нормальная, и уйдет храп. Кроме того, если касаясь вот этой проблемы воспаления, респираторный хламидиоз, микоплазмоз, просто даже обсемененность, когда мы стали брать мазки пациентам, очень много кишечной флоры. Люди где-то не домыли руки, где-то питались, может быть, что-то, посуда какая-то не очень чистая. Поэтому просто нужно разобраться, на фоне чего возник этот храп, а потом уже приступать к лечению. Хирургическое лечение, еще раз говорю, применимо только в одном случае, когда нарушен тонус неба, то есть для того, чтобы укрепить это небо, да, каким-то путем. Методов основных 3, они применяются все в нашем центре. Либо рубцевание, либо импланты, стандартные методики, применяемые во всем мире. И если имеется гиперплазия, то есть увеличены ткани, к примеру, увеличены задние небные дужки на фоне хронического танзелита, либо небный язычок, то аккуратно формируется, чтобы это было в пределах нормального. Вот, то есть не иссякается полностью, а так делается как будто нормальная конфигурация. Все остальное, если у женщины климактерический и постклимактерический период, каким путем повлияешь на слизистую? То есть это к гинекологу, который даст какую-то заместительную терапию. Или, как я вам говорила, эндокринологические проблемы. Зачем ему делать операцию? Что она ему поможет? Или если у него нарушены соотношения костные. Это работа ортодонта. Поэтому самое главное понять, кому отправить правильно этого пациента. Вот в этом, пожалуй, основная работа оториноларинголога, потому что он занимается верхними дыхательными путями. И мы осматриваем их в состоянии бодрствования и в состоянии сна.
И мы даем заключение, по которому видно, какой отдел дыхательных путей заинтересован в этом процессе и куда его дальше нужно отправить. Жанна Викторовна, ну вот бывают такие случаи, они, конечно, может быть, из ряда вон выходящие, но тем не менее, не хотела употреблять это словосочетание, но тем не менее. Известно, привожу пример из жизни, когда человеку сделали операцию, и вот он все равно по-прежнему страдает от храпа. Что это может быть? Причем наблюдается и очень активно, и вроде все в порядке, говорят все врачи, но тем не менее, это опять же недосмотр какой-то проблемы в организме, которые вот сопутствуют, либо это, может быть, где-то откладывается у нас, я не знаю, в нашей памяти, и человек просто продолжает чисто машинально. Ну, храпеть. во-первых, для того, чтобы заниматься храпом, да, вот во всем мире есть такое исследование, называется полисомнография, или хотя бы в режиме кардиореспираторного мониторинга. То есть человеку одевают датчики и определяют уровень храпа, в каком положении этот храп был, какое состояние газа в крови, как работало сердце в этот период. И нигде не приступают просто даже никакие иные диагностические мероприятия, пока нет вот этого документа, в котором мы посмотрели и мы видим, что было, была ли позиционная зависимость, не была, может это синдром был, а не храп просто. Поэтому я уверена, что этому человеку протокол оказания помощи не выполнили. Вероятно, это было ранее, когда у нас еще не была налажена система четкой диагностики, потому что в настоящий момент времени оказание помощи регламентируется инструкциями Министерства здравоохранения, которые утверждены, есть четкий алгоритм оказания помощи. В этом алгоритме запрещено использование лазерных технологий, потому что лазерные технологии дают очень грубый рубец, который в дальнейшем становится хрящевидным и еще больше усиливает храп. А через 3-4 года рубец слабеет, ткань становится наоборот избыточно мягкой. Поэтому эти технологии не используются во всем мире. Используются какие-то радиочастотные режимы или иные технологии, но не лазер для лечения храпа, а тем более апноэ во сне. Поэтому я думаю, что если провести грамотную диагностику, которая включает вот это ночное полисомнографическое исследование, и обычно во всех странах мира и у нас в стране люди через 3-6 месяцев в год выполняют повторное полисомнографическое исследование, и два документа сравниваются, в котором четко видно интенсивность и прочие показатели. Ну, изменения, может быть, какие-то, да? Скажите, пожалуйста, вот если вдруг человек храпит или проходит какое-то исследование, и он готов заниматься, вот сегодня, возможно, кто-то послушает нашу программу и понимает, что это все-таки не совсем безобидная тема храпа. И, может быть, вот когда спит человек, ведь тоже важно, какая подушка, наверное, как вообще голова служит, или это не очень важно? Ну, знаете, на эту тему очень много рассуждений, какая подушка, какая чего. Я считаю, что, учитывая такое большое влияние вот гастроэзофагальной рефлюксной болезни на храп и огромное значение. Мне кажется, что при этой болезни всегда головной конец должен быть поднят минимум на 15 градусов. Поэтому вот храп, кроме того, имеет позиционное значение, то есть особенно с возрастом, когда утрачивается тонус тканей. То есть если человек будет спать на боках, он будет храпеть однозначно меньше у людей с увеличением возраста. И нужно же помнить, что мы все не молодеем где-то, у нас всех где-то какие-то изменения, но все можно поддерживать в активном состоянии. То есть не нужно забывать о гимнастике какой-то, даже просто элементарно тренировать мышцы шеи, какие-то звуки произносить, чтобы небо тренировалось, следить за питанием, чтобы не запускать свой организм. То есть каким-то образом следить за собой.
И, кроме того, увлажнение. Очень влияет во время сна увлажнение помещения. Когда пересохший воздух, происходит как бы пересыхание слизистых и микротрещинки, и она отекает на этом фоне. Поэтому просто, если спать в сухом помещении, можно просто так храпеть, просто вот из-за этого. Кроме того, усталость. Не нужно забывать, что Это когда точно. у человека сильно устал, у него расслабляется избыточно-глоточная мускулатура, и это способствует храпу. Есть в магазинах, допустим, магниты специальные, которые люди с избыточной усталостью, они как бы восстанавливают вроде как баланс и снижают вот отек тканей. Это в магазинах йоги обычно продаются. Вот. То есть требуется разобраться во всем требуется. Это нельзя сказать, что есть какая-то стандартная таблетка, стандартный метод. Нет, есть стандартный протокол оказания помощи, а в стандартном протоколе как бы предусмотрены все вот эти нестандартные решения, а их много, как вы видите. Ну что ж, может быть, еще что-то мы упустили, вам хочется дополнить, добавить по нашей сегодняшней теме, по нашей сегодняшней встрече? Да, мне очень приятно, что вы обратили внимание вот именно на это заболевание. Мне хотелось бы это сказать не как симптом, а именно заболевание. Потому что по данным нашей клиники, а у нас большое количество пациентов, мы занимаемся этим прицельно 7 лет, с гордостью могу сказать, на мировом уровне. К нам все обратились просто с жалобами на храп. Все, 100% пациентов. Из них только у 30 выявлен неосложненный храп. А у 70% это было признаком грозного, опасного, жизнеугрожающего заболевания, синдрома обструктивного апноэ во сне. Причем 30% пациентов имели тяжелую степень заболевания, смертность от которого составляет до 37% случаев. Поэтому мне важно вот понимать, что нужно, какие признаки вот вас должны насторожить, кроме храпа. Это когда имеется выраженная дневная чрезмерная сонливость. Вот это основной, пожалуй, признак этого заболевания. Когда человек засыпает за рулем автомобиля, когда снижена трудоспособность, вот это является основным признаком. Кроме того, что может насторожить? Артериальная гипертония, особенно в ночные и в утренние часы. Поэтому, если это имеется, кроме этого, что касается мужчин, которые, например, очень часто лечатся от простатита, это учащенное ночное мочеиспускание. Более 2 раз за ночь, потому что там долго объяснять, как это все взаимосвязано. Выделяется избыточное количество адреналина, и человеку все время хочется сходить в туалет, а чувства опорожнения мочевого пузыря нет. Это также является признаком этого заболевания, поэтому нужно пройти диагностику, как минимум полисомнографию. Там сразу будет видно, это неосложненный храп или это заболевание. Если это заболевание, тогда, конечно, нужно дальше идти на слип-эндоскопию, она проводится у нас в центре, и разбираться, что с этим можно сделать. Ну, вось такі звычайны храп аказаўся незвычайным. Шаноўныя сябры, сёння пра храп мы распыталі нашу госцю. Гэта Жанна Калядзіч, вучоны сакратар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра отарыналарынгалогіі, кандыдат медыцынскіх навук, урач вышэйшай катэгорыі. Дзякую вам вялікі за сённяшнюю размову, Жанна Віктаровна. Ну, а я, Тацяна Гулейка, развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.